Она любит бухать. Я пойду до конца, я хочу забрать сына. Он к вам-то как относился? Он не работал. А Да. ели, пили на что? Я работала. Что ты здесь сидишь, рассказываешь? Я же приехал за чужой счет. На каком же основании вы собираетесь лишать ее родительских прав? Она синяя пришла. Она Пьяная, пришла что ли? пьяная и получила за это леща. Это твое, это ничего не надо. И себе их засунь. Себе оставишь на бензин. Из-за тебя, сволочь! Почему вы все вешаете на меня? У вас секс есть? Вы живете нормально? Да подождите до секса. Я осознанно выходила замуж за Ваню. Иван дурак здесь. Они начинают выпивать, ссорятся, этот уходит, там начинает звонить. Вот он такой плохой. Вы что, своего брата у него за спиной обсуждаете? Я этого терпеть не буду. Вот сейчас будет еще интересней. К нам приехала бывшая жена Владимира. Поэтому давайте Олесю и позовем. Добрый день. Ну, как правило, особенно в большой семье, младшие братья донашивают за старшими. А в этой семье все наоборот. Старший брат доживает с женой младшего. Ну, хотя, с другой стороны, родители же с детства учат братьев, что всем надо делиться. Ну, вот он и поделился с женой. Теперь хоть что-нибудь понять из того, что ты сказала, поможет нам программа. Сегодня в нашей студии Вера Иванова. Она хочет добиться алиментов на сына от своего бывшего сожителя. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с самого начала. Как вы познакомились со своим бывшим сожителем? Как жили? Чтобы мы понимали вообще, о ком идет речь. Познакомилась я с Владимиром в 17 году. Я покупала у него машину. Ну и все, и просто общались там. Иногда он звонил там, спрашивал там что-то помочь, отвезти там его куда-нибудь там привезти, там занимал деньги у меня, которые он не отдавал. Под предлогом, что у него очень сильно болела мама, то она там в реанимации лежала с семьей, я его не знала. Его как такового, соответственно, я не знала. Ну и все, и на протяжении где-то полугода мы с ним просто общались. Потом у моего сына был день рождения в 2018 году, 7 мая, я его пригласила. Ну, вроде как и знакомые мои, ой, какой парень, вроде как заботливый такой. Цветы он мне дарил, ухаживал, конечно. И он приехал ко мне, к моему сыну на день рождения, ну и мы с ним поговорили, и он остался у меня жить. То есть мы начали жить с ним гражданским браком. Когда я начала с ним гражданским браком жить, он не работал. То есть он гонял машины. Денег я у него не просила, я зарабатывала сама хорошо. Ну, подождите, это что же работа? Он же на этом зарабатывал, он же их не бесплатно гонял. Ну да. То есть то, что он зарабатывал, он оставлял себе, вам не давал? Да. А да. ели, пили на что? Я работала. Потом резко, значит, он продает крайнюю машину, и все, ни денег у него, ничего нету. Проходит какой-то период времени, я смотрю, что ему кто-то звонит на телефон, и он прячет. Я ему задаю вопрос, что случилось, он говорит, же проживал с бывшей девушкой Ириной, и она брала мне кредит на развитие машин. Ну, то есть она дала ему этот толчок, чтобы развиваться. Я ей должен. Ну и все, я как-то эту тему закрыла. Все, я работала дальше, я проживала с ним, он начал таксовать, в такси, как устроился, начал в такси работать. Ну, там, давал, конечно, деньги, там, что-то покупал, там, что-то ребенку моему покупал. Потом выяснилось, что он встречается параллельно с девочкой. То есть знакомые, друзья говорили, что он с ней проживал на квартире везде, в общем, вел двойную жизнь, получается. Я ему, соответственно, ему задавала вопросы, он мне говорил, нет, это неправда, у меня с ней все. Ну, в общем, я как-то, особо зачем? Что было, то и было, я не вникала в это. Ну и все, а потом получается, что я лишилась работы. Я не могу это доказать, да, но со временем уже, на протяжении какого-то времени я поняла, что все-таки деньги взял он у меня их. Потому Какие А деньги почему вы сколько? работать-то лишились? У вас недостача была, да? Да, у меня была большая недостача, Какая? 150 тысяч, это не маленькие деньги. Подождите, а кем вы работали? Продавцом.
Хорошо, вот вы его подозреваете. А как это происходило? У него были ключи от магазина на связке, от машины, от магазина. У него были касса не ключи. закрывалась? Касса не закрывалась. У нас А абсолютно... камер тоже внутри не Камер было. тоже внутри не Но было. вам И кажется, вы что... деньги из кассы не сдавали? Сдавала раз в 2 дня. Так вам пришлось возмещать вот эти 150 тысяч недостачи? Ну, нет. Нет. Нет, Мгм. я была, как бы мне директор доверял, и он не поверил, что я могла взять у него эти А деньги. почему уволил? Ну, он сказал, он не сказал мне, уходи там и не приходи. Он сказал, Вера, выплатишь недостачу, я тебе возьму обратно, без всяких проблем. Вот Ну, так. соответственно, у меня не было такой суммы выплатить эту недостачу. Но вы думаете, что это ваш вот этот вот сожитель Да, взял? да. Ну, в итоге, а вы понимаете, что это он эти деньги взял, там еще какая-то девушка у него параллельная. Вы с ним разошлись или Да, нет? мы с ним разошлись. Разошлись, и сошлись мы... Я узнаю, что я беременна. Мы с ним поговорили, давай ради ребенка, все, и мы переехали. Ну, он уже снимал квартиру в Ейске, все было нормально. Только я ушла в декрет, все. Начал он меня выгонять. Начал он мне говорить, что я беременна от своего бывшего мужа, потому что с бывшим мужем я хорошо поддерживала отношения. Он отец вашего первого ребенка, да? Мгм. Соответственно, я не могла уйти к себе домой в поселок, потому что у меня за неуплату коммунальных услуг был обрезан газ и свет. У меня не было выбора, я обратилась к своему бывшему мужу и просто попросила его, говорю, пожалуйста, подключи мне все, потому что мне рожать через месяц. Он мне пошел на уступки, он мне все это сделал. Он мне подключил, я забрала Богдана, и мы уехали оттуда. Моя дочь мне помогала, меня кормила. А у потому вас что- есть дочка? Да, у меня есть старшая дочь. Так как его, да, выгнали с этой квартиры, потому что он не платил. Ну, естественно, я съехала, и я не оплатила эту квартиру. Он попросился ко мне обратно. вы Умолял. его пустили? Я его пустила, да. Зачем? Я не знаю. Стали жить вместе, ничего не изменилось. Как не работал, так и не работал. А на что Помогали жили-то? мои родители, папа у меня. Помогали его родители. Помогала мне моя бывшая свекровь. Бывший муж приносил продукты. И он это все ел, И пил он и это жил за все ваш ел, счет. пил. И как И долго? И издевался. Ну, где-то месяца 2, может быть, вот так вот он сидел. Забрал, когда я родила, мама ему прислала денег, то есть сестра его. И он забрал нас с роддома. Он был рад, конечно, что у него родился сын, он там всем афишировал, я там папа. И он мне говорит, что я уезжаю в Питер работать. Я его собираю, отдаю ему последние детские, все, что есть, в дорогу, там это. И он уезжает. Я узнаю, что он уехал в Волгоград с этой Ириной, подал заявление, у него в сентябре свадьба. Пока вы с ним жили вместе, он к вам-то как относился? Ну, вы знаете, когда, я ему Руку не говорила... поднимал? Да, руки он, конечно, меня поднимал, он мне и губу разбивал. Я и с синяками в последнее время на работу ходила. Были такие моменты, когда бывший муж приносил продукты, он с ним поздоровается за руку, он уходит, он начинает мне говорить там, ты такая, ты вот с ним спишь, просто так он тебе не будет носить. Когда он жил с этой Ириной и еще не ушел от нее, ваши-то отношения с ним прекратились? Нет, наши отношения не прекратились. Он ко мне ездил всегда. Он всегда мне писал, он всегда мне звонил. Зачем? Под предлогом сына увидеть. А приставал к вам, как женщине? Ну, Не, уж ну- простите. А? Вы имеете в виду, интим был, да? То есть он жил с Ирой, а спал Да, с вами? да. Он ушел потом от этой Иры. И вы опять с ним сошлись? Ну, как сошлись? Он позвонил мне и сказал, что ему нужно съехать с квартиры, у него задолженность. А можно я поживу у тебя? Ответ нет. Я ему говорила, нет. И что? Вот. Я хочу настроить, отношения, я скучаю по Понятно, сыну, в всё общем, понятно. туда-сюда. Это Ну, всё И вы его понятно. пустили? я его пустила, Всё но понятно. окружающим он всем сказал, что он приехал ко мне на время пожить, чтобы снять квартиру, а мне он сказал, что ради сына. И в этот период времени у него появляется другая женщина. Господи, боже мой. А долго вы прожили с ним? 1,5 месяца. Я узнала, что у него другая женщина. Опять параллельно? Да, я его выгнала сразу. Хорошо, родители Владимира предложили вам не просто защиту. Они предложили к ним переехать, верно? Да. Это как? Объясните мне, пожалуйста. Вы воюете с их сыном, а тут свекровь со свекром. Говорят, что ты там с этим козлом возишься? Приезжай к нам, все будет хорошо. Так, что ли?
Нет, ну почему? Они с ним разговаривали очень много, говорили, ты понимаешь, что это все видит ребенок, что это психика нарушается. Почему ты не оставляешь? Вот у тебя есть своя семья, вот и есть своя семья. Как вот он и живи в отнесся своей к тому, семье. что вы переехали к его родителям? Ну, конечно, не очень хорошо, даже не очень хорошо. Он написал на меня по делам несовершеннолетних, что позвонили мне, сказали, что подал на лишение родительских прав. Лишение родительских прав, потому что вы переехали к бабушке с дедушкой ребенка? Что там антисанитарные условия, ребенок там жить Господи, какой невозможно кошмар. там проживать. в А он общем. сам-то ребенка навещает? Нет. Долги по алиментам есть у него? Да, но крайний раз было 212 тысяч. Как он с долгами и без ребенка сейчас живет? Интересно ж посмотреть. Давайте посмотрим. С Верой мы прожили 5 лет. 2,5 года назад, в один прекрасный момент, она выиграла тайком в Волгоград сына. Я об этом узнал только от собственных родителей. Ну, теперь мы живем с ним за 650 километров. Она вообще никак ребенку не дает ни пересекаться, ничего. Вообще никак. Ты начинаешь звонить сыну, летят в ответ одни оскорбления. Я уже не знаю, как с этим бороться. От ребенка я никогда в жизни не откажусь. Приехал с ночной смены, работал, всю ночь в такси. Сейчас вот снимаю квартиру. Куда ребенка привезти, все условия у меня есть. У меня все чистенько, все аккуратненько. И ребенка есть куда привезти. Раньше вот я жил в квартире, у меня была огромная квартира. Но после того, когда Вера скрутила мне все руки, пришлось снять вот такую экономичную квартиру, чтобы и деньги были бы, и ребенку можно было скинуть. Деньги ей скидываешь, в ответ оскорбление. Вот именно на голосовое ее сообщение. Давай, скидывай, жмот. Я буду сегодня ребенка собирать сейчас после работы. Скажи, папаша, разбогател. Вот такие вот смс-ки летят. Я все покупал, конфеты, торты. Мне все это летело в спину. С ней никаких контактов вообще невозможно. Ей ребенок не нужен. Ей дети вообще, в принципе, не нужны. Ей нужна личная жизнь. Дети сидят постоянно с бабушкой, потому что ей надо погулять, потусить со своим мужем. Я пойду до конца, я хочу забрать сына. Я сниму очень хорошую квартиру и садик, все. Мы все предоставили, все, что будет нужно. Владимир, идите к нам. А что ты здесь сидишь и рассказываешь, что у меня денег постоянно нету в этой жизни? Ну, расскажи что ты. ты? Я же приехал за чужой счет, за Первый канал, как ты здесь всем рассказываешь. Пускай послушают сейчас. Оставь себе их. Да Расскажите нам, Здрасте. Бедный у Владимир. нас несчастный. Давайте начнем с того, что, как ты сказала, что с работы у тебя деньги украли? Я украл. Давай начнем с того, что ты общалась с Настей, у которой был уголовник, который сидел в тюрьме, человек. Ты с ним гуляла, отдыхала, и набор ключей был только у нее и у тебя. И ты это прекрасно знаешь. То есть Есть- вы деньги не воровали из Вообще, магазина? на работе я у нее находился, директор ей названивал. Постоянно он ей звонил. Когда ты с долгом, он ей приглашал, она отключала телефон. Она номер сменила, лишь бы он ей не названивал. Короче, вы деньги не воровали? Вообще никаких. Я у нее на работе находился, она работала в курочке. И за все время, до раза 2 днем заскакивал. А после жили этого- вы как? жили как? Как? Но она нам говорит, что вы все время жили с какой-то параллельной женщиной. Сначала с Ириной, потом еще с кем-то. Это правда? Я начал жить вообще с девушкой после того, когда мы с ней полностью разошлись. Я познакомился, мы начали общаться. То есть параллельно вы не Параллельно встречались ни с с этой кем Ириной? я не общался. Она говорит, что вы не работали, сидели на ее шее. Это не так. Я полностью привозил, были постоянно деньги, машины, я занимался, все было. Вы долг по алиментам гасить собираетесь? Конечно, я от него не отказываюсь. Мне сейчас суд мне сейчас поставил мне отработанных часов. 10% государству я плачу, и 1/4 часть ей перечисляются алименты. Меня каждую неделю проверяет меня участковый. На работе либо я То нахожусь. есть, правильно я понимаю, подождите, давайте все-таки сухие факты. По первому долгу вам дали 40 часов обязательных отработок. Да. Вы не отработали, уехали в рейс. Никому об этом не сообщили. Когда вернулись из рейса, сообщили. И эти 40 часов превратились в 7 месяцев по уголовной статье. В 7 месяцев принудительных работ. Вы ребенка сейчас хотите себе забрать, потому что вы алименты не хотите платить? Алименты, почему я буду платить? Дальше так же Нет, вы продолжать. забрать его к себе для чего хотите ребенка? Потому что я не хочу, чтобы он жил с такой матерью. С какой матерью? Которая бухает.
Она действительно бухает. Почему первый муж ее избил до больницы? Потому что она бухала, клубы. Она развелась. Второй, почему он ей нос сломал? Потому что у них была такая же. Она ушла с подружками, приехала через сутки А домой. вы ей что ломали? А чё, что ты тогда со мной прожил почти 4 года, раз я такая плохая? С ребенком я оставался. Она пошла к мужу. Богдан был у Сереги. Там 2 улицы пройти. Сейчас пойду посмотрю, что там Богдан делает. Артема было 3 месяца. Я звонил и родителям, я всем звонил. Ее не было. Она ушла. В 5 утра я ей звоню, ой, я проспала, я уснула с Богданом, он себя плохо чувствует. Она утром пришла и получила за это леща. От вас? Да, потому что я с грудным ребенком. Я говорю, ты что? Она пришла, слышишь ты, это ты кто такой? Подождите, так вы за то, Подождите, что... ну она заснула со своим старшим ребенком. Она а что? синяя пришла. Она Пьяная, пришла что ли? пьяная. Вот за все время, что вы ее знаете, пока у нее ребенок маленький, пока Богдан у нее был, сколько было случаев, когда приходили органы опеки, ПДН, заставали ее пьяной и составляли протокол? Ни разу. Ну тогда вот скажите мне, пожалуйста, Так это тогда вы врете? на каком же основании вы собираетесь лишать ее родительских прав? Да хотя бы с ребенком видеться, она вообще мне его Я не дает даю ничего. тебе ребенка. Да не даешь ты мне ребенка, ну что ты рассказываешь? После таких... Хоть- Послушайте, Смотрите. если она вам не дает ребенка, обращайтесь в суд и устанавливайте порядок общения со своим ребенком. Откуда у тебя фотографии Хватит с ребенком, ныть. если а то я вышел тебе не сюда даю? в студию, деньги швырнул. Я посчитала деньги, стыд и позор. Если бы еще швырнул что-то приличное. на карте они есть. 250. Ну ничего, это сгодится. Дает, надо брать. Смотрите, сейчас, я так понимаю, у вас есть, помимо Веры, кого просить о том, чтобы вам дали возможность видеться с ребенком. Это ваши родители, поскольку она сейчас с ребенком живет там. Вы с родителями-то общаетесь вообще? Нет, благодаря Почему? ей, потому что она всех лбами столкнула. Всех абсолютно. Вера сейчас замужем. И наверняка ведь вы знакомы с ее мужем. Конечно. А кто это? Мой родной брат. Хороший брат у вас? Ну, у нас всю жизнь был, ну, каждый по-своему. У него были там с друзьями, они там гуляли, что-то там где-то катались, где-то что-то выпивали. У меня все было по-другому. Но вы просто уже обвинили его в том, что он пьет. Вы Он, да, сказали. он тоже любитель пивка попить постоянно. Он и лишенный прав 3 раза за это. Вы нам сказали здесь до программы, что он всю жизнь на шею родителей ни хрена не Ну, делает. 37 лет, до 36 сколько, или 37 ему. Всю жизнь он прожил с родителями, до того момента, пока не появился Волгоград. Прожил с родителями или на шее сидел у родителей? Это разные 2 вещи, разные кстати. вещи. Он всегда зарабатывал сам на себя, у родителей никогда даже 100 рублей не спросил. Вер, а где он смотри. работал? А Ну-ка, то, что скажи-ка. он выпивал Где он раньше, работал? у него нету семьи за плечами, у него нету детей, у него нету долгов. А где он работал? Он работал... Где? Да неважно, Ну, где он где? работал, он никакой работы не боялся. Владимир нам сказал, что вы уже 3 или 4 раза с Иваном подавали на развод, так? Неправда. Она мне звонит постоянно мне звонит, что они не спят, вот он мне надоел. Да я все знаю от ее слов, потому что больше не на кого это узнавать. Вы ему звоните? Нет, я ему звоню только по ребенку. Мне интересно, кто врет. Мне тоже. Оба. А вот будет ли врать Иван, давайте сейчас посмотрим, поскольку вы нам рассказали о своей довольно-таки с виду счастливой жизни. Ой, боже, я боюсь. Мама, не рассказывай больше. У нас семья дружная, мы все друг друга любим, всегда мы все вместе. Да, сынок? Когда мама работает, я гуляю с дядей Ваней. Когда дядя Ваня работает с мамой. Но когда у всех выходные, мы вместе гуляем. Да, мам! Давай. Давай, даю, лови, давай. Оп. Опа. Мы семья, мы счастливы. Давай обнимемся. Ваня стал заботливым папой, он любит их. Принял как своих. Все у нас хорошо. Ладим, дружим. Дома машинки любим когда-то. Любим машинки, строить замки любим. Артему нравится домики строить. Наверное, вырастет быть строителем. А обеспечивает семью у нас Иван. Ну, я работаю, конечно. Родной папа Артема приезжал 28 февраля. Спустя год, не видев ребенка, он купил ему 2 машинки по 115 рублей. Алименты он совершенно не платит, он не участвует в жизни ребенка. Ну, я никогда не вернусь к этому человеку и жить никогда с ним не буду, поэтому
все, что он делает, это все бесполезно. Он пишет смс-ки, пытается звонить. Конечно, уже надоедает. Хочется уже просто забыть это все, да и жить просто своей полностью, полноценной семьей. Владимир папа совершенно никакой, абсолютно. Ему, наверное, больше всего интересует моя личная жизнь, но никак не ребенка. Он пытается сейчас, на данный момент, взять и разрушить нашу семью. Я не знаю даже, что вообще сказать. Это просто такой цирк. Какой-то Ну ты же мне сам счастливая кричал, семья, что я двое тебя детей. разведу, если жить ты ни с кем не будешь. Вы ее любите до сих пор? Нет, и никогда не буду, я никогда в жизни этого человека не любил. Я с ней просто, как проводил время, мне было по кайфу. Я вот что хочу понять-то. Были у отца 3 сына, 2 умных, 1 футболист. Но Хочу здесь, сына в студию. но здесь Еще какая-то одна. разница просто колоссальная между младшим и старшим. Давайте Ивана позовем. Это твоя, ничего не надо. Ты себе их засунь. Себе оставишь на бензин. Иван, скажите, пожалуйста, вот он говорит, что вы вот пьете, не работаете, на шее у родителей сидите. Нет, Всю я жизнь. работаю. С какого момента? Да постоянно, где-то доработаю. Да. Где-то. Да какая разница? А у вас отношения всегда такие были? Ну, нет, были нормальные отношения. Но крайнее время уже потом какие-то вот такие... А с расшатанные. родителями у него нормальные отношения? Нет. А Всегда всегда были были плохие? Просто он во всем винит ее, что она разрушила отношения и с вами, и с родителями. Во всем она виновата. Это правда? До ее Ну, приезда в Волгоград, скажи честно, что какие были отношения? Мы все вместе приезжали, и все семьей отдыхали. И что здесь она вообще? А потому что сейчас речь идет, тебе задали вопрос. Скажи, как есть, что до приезда ее в Волгоград вся семья дружила. Ну, Ну, как может есть. быть, то, что кто-то что-то не знал или что? Ты об этом не думал? Нет, тебе задали вопрос конкретно. Ты можешь на нее конкретно ответить? Да Ты или до нет? этого ли? ругался тоже. Давайте маму вашу послушаем, что она говорит. Их у меня 4. У нас еще сын и дочь старшая. Очень разные, совершенно разные. Ваня у меня вообще спокойный. А Владимир, он вспыльчивый. У меня старшие всегда упрекали. Ты его жалеешь, ты ему позволяешь. Ну, вроде младшенький. Я уже много сама думала об этом, что, наверное, это моя вина в том, что он такой эгоист. Можно-то мне стоять тяжело. На протяжении жизни мы всегда старались ему помогать. Было, деньги задолжал. Нам просто сказали, или его убьют, или отдавайте деньги. Отец молча отдал машину. Тяжело говорить об этом. Он не оценил того, что мы брали кредиты. И сестра моя, племянница моя, тогда он звонил, мам, там... Пожалуйста, там, не хватает там. Но я просто физически не могу. Я говорю, или покушать что-то, лекарство взять, или это. Я говорю, понимаешь, то, что вот, мам, я отдам. Ну, конечно, отдам, так этот никогда не пришел. Он просто прикрывался мной. И когда я узнала, что у меня рак щитовидной железы, я не хочу нервничать, мне нельзя, мне и так здоровье. Это только вид, что я хожу. Вы не представляете, как у меня там все болит. Я каждое утро встаю, я пью, но я на таблетках живу. Сына, я надеюсь, ты меня хоть сейчас услышишь, хотя я тебе много раз об этом говорила. Просто плати, общайся, все. Я не хочу с этим человеком разговаривать. Может быть, каким человеком? спустя время с мамой, может быть, спустя время я как-то заговорим, но я никогда не хочу с этим человеком мириться. Она верила все время, в тот момент, когда она туда приехала. Она с клочья начала собирать, начала лбами всех сталкивать. Человек меня не слышал. Как только она туда приехала, я отцу сказал, я и ей сказал, вы хапните с этим человеком. Можно вопрос простой? Вы у мамы и отчима деньги брали? То что родители, конечно. И помогал, и брал, и когда Подождите, есть брали. возможность. Вы выплатили кредиты? Нет. А кто его выплачивает? Один из них я плачу. Один из них, Иван, платит. Ничего, что у мамы такой диагноз, от которого, кстати, моя мама умерла.
Ничего, что у нее такой диагноз, а все из-за тебя, сволочь, карточкой арестованы, поскольку ты ни гроша не выплатил тех кредитов, которые она для тебя брала. Какие кредиты, которые они брали сами себе и не платили? Почему вы все вешаете на меня? Вы не пойму. Послушай, ты в таком возрасте находишься, когда ты уже мамин кредит должен выплачивать, даже если она его взяла. Совести нет. Ну на чьей машине ты ездишь? Который На тебе своей. сын взял, который ты сын Понимаешь? тебе взял. Кто То, что взял? Ты взял у нас 20 тысяч взять в аренду машину Прям и не блевать от отдал тебя ни 100 рублей. Я приехала в августе к его родителям. Так, А давайте он в дальше. январе Смотрите, приехал стоп, жить стоп, туда, месяц стоп, жил. Вера, все, тишина. И тут, значит, сейчас защитник найдется. В нашей студии сводный брат Ивана и Владимира, Борис Ильчевский, который считает, что Верт как раз лишает сына отца из-за неразделенной любви. О как! Борис, идите к нам. Поговорим тебе. Я так и не понял, что у вас за родство. Можете пояснить, кто кому кто? Вы кому? Мы братья. У нас разные родители. У меня мать умерла. Так, Вот. и... И Его мой папа отец сошелся с его мамой. с Иваной матерью. Они понятно. уже были, да. Вера правда запрещает общаться Владимиру с сыном? Ну да, у них предвзятые отношения. Нет, она запрещает общаться? Запрещает, она много психует. Просто так? Ну, я бы сказал, она не отпускает его еще, Владимира. Что значит не отпускает? Ну, есть у нее чувства определенные к нему. А к Ивану? Иван дурак здесь. Я ему уже говорил не раз. Почему дурак? Как объяснить вам, понимаете? Я живу рядом с ними, рядом с родителями. Я вижу их отношения, разные переписки, там много чего вижу, о чем, к сожалению, Вера не знает. А какие переписки вы видите? Кого с кем? Вера с Владимиром. А как вы видите эти переписки? А он присылает мне. Кто? Владимир. Что пишет-то? Что в этих смс-ках? Там голосовые очень. Ну и что в них? Про интимную жизнь Ивана. А вы прям слышали это? Конечно, ну это голосовые моей жене присылают на телефон. Я же домой прихожу, тоже слушаю. Сейчас и мы услышим. Маме надо было Ваню сначала сплавить. И что, ты на развод будешь подавать? Ну, в смысле, мы подали на развод. А мама, она мне все, вот с Ваней, вот с Ваней. Да нет, ничего не будет, говорю. От одного, говорю, уехала, к другому приехала. А Ваня сейчас где живет? У мамы, у родителей. Мама мне пишет, что он там бухает, короче, сожалеет там, просит поговорить там. Я говорю, мне одного хватило вашего сыночку. Когда я задала вопрос, знаете, что Ваня останется один, она мне сказала, да. Она даже скрывать этого не стала. Вот. Он не сможет один, он не справится, потому что Потому я что не она нянька. знает, что он сопьется с курицей и сдохнет. Я сколько с ним боролся, я 1,5 года с ним боролся. Да, он бросил пить, да, он бросил курить. Он бросил, ну понимаешь, человека это не поменяло. Он начал агрессировать. Но это дело не в этом, понимаешь? Не в этом дело. Пусть бы он делал все, что хотел. Но если у людей нету секса, прости меня, Господи, когда в браке люди, это бред, это полный бред. Все, не рассказывай мне вообще об этой всей семейке Адамс. Да ты такой же. Я один раз вышла замуж и то спустя 1,5 года. Я тебя ждала, вонючего. Снимай очки потихоньку. Там еще дальше будет еще весело. Вера, а вы вот замолчали, может быть, вы как-то прокомментируете, потому что вокруг вас сидят 3 здоровых мужика, как бы они не сцепились, потому что мы сидим не в сцепимся шоке. никогда, извините, почему Мы сидим в шоке, да, а для мужчин, который один вообще считает себя главой Вер, семейства, а это что такое другой было? бывший там что-то со знаменем ходит. Ну, прокомментируйте вот то, что мы сейчас видели. Что это было? У вас секс есть? То есть, ну, вы живете нормально? Да полноценным подождите браком? до Нет, секса. да, Тут это слова ничего. сами. Просто она живет с человеком, и этого человека сверху поливает. Извините. Просто на тот момент мы действительно с Ваней поругались. И действительно, да, у нас был такой с Владимиром разговор, так как они 2 родных брата, и я просто вышла с ним на разговор в плане того узнать, может быть, ну, все-таки он его родной брат, он его лучше знает. Как бы. Послушайте, ну у вас столько претензий к Владимиру, вы же говорили, что он вас и бил, и унижал. И Ну, вот неоднократно же мы с ним сходились и что-то пробовали. Действительно, до брака с Ваней я действительно надеялась, что он изменится, что он исправится. Но на данный момент у меня нету к нему никаких чувств абсолютно, совершенно. И я осознанно выходила замуж за Ваню. Не, ну у нас там были, да, моменты, когда я еще думал, что вот они там любят друг друга. Ваня Из-за даже
что мы как-то... задавал ему такие Да. вопросы. Может, Были вы мои мысли, чтобы любите друг разбежаться. друга, Но я может, думал, что как бы все сойдете. переросло, Понимаешь, то, что я там знаю ребенок, всё. ну, С семья. первого дня свадьбы до сегодняшнего дня. Но что это происходит? неправда. Это неправда. Что, как, зачем, Она почему? вам что, каждый вечер отчитывается? Ну, прям неделя, прям вот они начинают выпивать, ссорятся, этот уходит там или до Бори, или до мамы. Та начинает звонить, он вещи собрал, вот он такой плохой, вот он такой сякой. Это неправда. Я этого терпеть не буду, потому что это какая-то двойная игра за моей спиной. Я вот что думаю. Ну так а что вы сделаете-то? С Верой разведетесь теперь или как? Детей жалко, так, да? А она да? останется жить у ваших родителей? Я не знаю. Или Только не опять, поменяй решение. или опять к Владимиру пойдет? Нет. Слушайте, а я одного не понимаю. Вам-то зачем, чтобы они развелись? Вам что, лучше от этого станет? Легче? Ну, вы понимаете, ну, даже, да, старший брат, и я вам сейчас могу сказать, я за него тоже ничего не буду говорить, это его тоже личное мнение, как бы мы все равно, вот мы с ним... А зачем мы вы с ним- трубку снимаете, когда она звонит? Поставьте ее в блок. Ну Не вот, разговаривайте. Юль, ну вот с ней. вот Послушайте, так вот я вам если сейчас такую же... этого бы не да было, подождите, я я бы вам не такую доказал же бы претензию никак. могу сейчас предъявить. Вы что, своего брата у него за спиной обсуждаете? Потому что я знаю, что это за человек, и я знаю... Кто именно? Вера? Послушайте, Вера все-таки удивительный человек, потому что, слушайте, она в одном разговоре выдает следующее. Да, значит, он ради меня и детей бросил пить, бросил курить, но лучше бы пил и курил, поскольку в постели у нас ничего нет. Это вы кому говорите? Бывшему? Мне не важно, брат он его или нет. Как это он еще и брат? Но вы звоните бывшему и несете вот эту пургу ему по телефону. Это зачем, Вер? Ну, изначально позвонил он мне, а не я. Ну, Господи, боже мой. Вам не Господи. стыдно самой-то? мне за этот поступок стыдно. Я знаю об этом. Я Ване об этом говорила, что я с ним общалась, что я с ним разговаривала. Потому Именно что об этом? Ты на знала тот, об этом На тот всем? момент мы с Ваней поругались. Ну, она сейчас говорит, что она тебе все рассказала. Послушайте, дальше Именно будет... о чем Так, нет, а то, что тишина, я пожалуйста, разговаривала все, с тобой, все, да. про вас все понятно. Вот сейчас будет еще интересней. К нам приехала бывшая жена Владимира. Олеся Николаева. Олеся откуда взялась? После Иры. После Иры? Да. Какой вы шустрый. Так давайте... Вот Она так уже жизнь бывшая. случилась, что я могу сделать? Олеся полагает, что их брак с Владимиром распался из-за Веры. Из-за Веры, абсолютно. Поэтому почему не давайте из-за Олесю Иры? и позовем. Здравствуйте. Ты сам. Вы уже бывшая. Да. Так сколько вы с ним были-то? В браке мы пробыли чуть меньше года. А что так быстро развелись? Ну, потому что нам не дали прожить нашу семейную жизнь, так как мы планировали, так как мы хотели. Потому что Кто вот не дал? Вера Алексеевна все никак не отпускала уже моего бывшего супруга. Все Каким же не образом могу- я его Каким не образом? отпускала, да. Вер, давай начнем с того, что когда мы только с Вовой начинали, я знала, что у него есть ребенок. Он сразу мне сказал, что у меня есть ребенок. Я прекрасно понимала, что у Но ребенка ты не есть знала, мама. что мы еще жили на этот момент, когда Вы он не ушел жили к на тот себе. момент, Жили потому мы. что он ко мне изначально пришел уже с вещами. Давай начнем с этого. И все наши отношения с ним начали портиться после свадьбы, когда ты переехала в Волгоград. Ты не давала нам просто жизни. Сколько он просил у тебя ребенка, ты ни разу ему не дала ребенка. Постоянно скандалы, постоянные Он у какие-то меня ни разу издевательства. не просил Вер, не ребенка. надо. Мы ездили Ни сами разу. лично. Вот мы ездили за ним лично в Волгоград. Мы ездили, его вот забирали. И правильно, буквально и через ко мне неделю вы ты приезжали, втихаря забрала правильно. ребенка на выходные, поменяла номер телефона и уехала в Волгоград. А как я должна была не уехать, если он ко мне ездил каждую ночь? Постоянно он ко мне каждую ездил, ночь живя он с тебе тобой. ездил? Какую каждую Ну, ночь он живя с ездил к тобой, он тебе? ездил ко Вера, ты не мне. забывай, что у меня есть старший ребенок. И А она у меня- знает, ты думаешь, где у меня он и нету как он. старшего ребенка? У меня нету бывших людей, Вера, ты которые хочешь его сказать, видели? что он оставлял моего ребенка, брал вашего совместного, Ну, ехал к тебе извини меня, ночевать? у тебя Я работала не 14 каждую Не ночь. ночевал он у меня, он приезжал ко мне вечерами. А зачем он каждый вечер-то к вам ездил? Ну, мне тоже Проверял, с интересно, кем я, что он что я проверял. делаю, как я Это делаю. когда он за... Живя с Олесей, Ну, да. он же и спал тогда с вами, вы сказали. Нет, это было с Ириной. Мне такое ощущение, что вы получаете истинное удовольствие от того, что происходит вокруг вас. Я не получаю от этого никакого удовольствия. Я просто хочу, чтобы это все закончилось Так и вы это вылезла вся возьмите и правда. закончите, вы же мужик. Мы поэтому Вам и развелись, нравится, потому я что это такой все уже мачо в настолько центре. надоело, Нет, что я просто уже не было То никаких есть сил. правильно я понимаю, что она сделала все, чтобы вас развести? Да, потому что начались Но при этом постоянные повела скандалы. себя... Она Послушайте, переругала его с родителями, она подождите, настроила при этом родителей повела против себя него. как собака на сене. То есть от вас он ушел, но она с ним не сошлась. Или сошлась? Нет, он не захотел.
Если бы он хотел быть с ней, он был бы с ней Да изначально. подождите, если он не хотел с ней быть, что он же с вами-то не остался? Я, может, тупая какая-то? Потому что нет? мне это надоело. Я То есть- устала от этого. то есть, Потому что она постоянно в А нашей что семье. вам-то надоело? Постоянные скандалы. Она поднимает ему все нервы, он начинает срываться на мне. Я уже с ней разговаривала, говорю, найдите общий язык. Что значит, дай она ему... поднимает ему нервы, он срывается Ну, на потому вас? что постоянные звонки, постоянные смски. Ты такой, ты рассекой. Он ей говорит, давай, А вы-то говорит, здесь дай мне при чем? ребенка. Потому что он-то в этот момент находится со мной. Ну. Я ему говорю, успокойся, говорю, разговаривайте спокойно, найдите компромиссы. У вас ребенок, вам в любом случае нужно общаться адекватно. Вы не можете. Начинаются обвинения с одной стороны, с другой. Они начинают ругаться, а я сижу как ни туда и ни сюда. Зачем оно мне надо? Вера, можно к вам вопрос? Вот понятно, у мужчины там корона оделась, да, он понимает, что женщины все вокруг него. А вам-то это зачем? Вот вы рассказываете, вы беременная, он вас бьет. Потом маленький ребенок 7-месячный, он вас бьет. Но потом вы решили уехать из своего дома к его родителям, настроили все это. И сейчас же опять бежите к ему. Зачем? Да того, я чтобы- к нему не бегу. Чтобы он я опять никак- вас бил. Но мы же Если видели я- сообщение. Вот я просто не могу понять, вам-то это зачем? Чтобы он опять вас бил? Ну, Нет. у вас новая семья. Создайте ее, все, живите в своей семье. Зачем вам-то это Когда все? он начинал жить с Олесей, я уже была здесь. У них свадьба была в сентябре. И родители ему говорили, вот он же начал кипятиться, что родители его, меня поддержали, я туда уехала. Я ему сколько раз говорила, живи своей жизнью. Я не трогала его, я ему не звонила, я Да ему ты его не не писала можешь оставить ничего. в покое. Да чем я его не Да могу ты сама оставить в покое? Мне уже это надоедает. Он как дурак сидит. Я ему не написываю, я Помои ему на не него, ну назваю. сколько выливать можно? Какие помойки Да я, на чё него не- ну, я лёг? живу рядом, Вер. И Слушайте, что? Вер, Кто лил Вер, на него какие помойки? Ты мою Вот вы семью щас- сталкивала подожди, лбом с стоп. родителями. Вы щас- Нет? Неправда. Ну что неправда? Вы с Вовиком приехали в гости. Ты нам улыбалась, рассказывала, какой он, что он у тебя денег украл. Мы уши развесили с женой. Так, подождите секунду. Вер, вот вы сейчас ведете себя так, как будто мы не слышали ваш разговор. Вы просто отряхнулись, и как с гуся вода. Нет, она же сказала, что она об этом разговоре и Ване рассказала, и маме рассказала. Ну, то есть она же не отрицает это. Ваня не в курсе. Как Я Вань. вот этот разговор не слышал. Я услышал Он вообще первый раз здесь, вообще он не здесь. в Я же курсе, просто ни о и чем говорю, не что у знает. меня за спиной все это происходит. Я один ничего Именно не вижу. разговоры он не слышал. Но то, что я с ним разговаривала, да. Вань, бегите вы от нее. Просто лошадиным галопом. Бегите. Я понимаю, что вы к детям привыкли уже, и вроде как Почему ты, какая-никакая... Ване, говоришь бежать? Да потому что она сожрет. Ну, Ванька не пьет зато, не курит. Иван, выше голову. Я не думаю, что, знаете, как вы пришли вместе, и она вот поменялась. Я думаю, что и Вера здесь все-таки поменяет себя. Она добилась, что вы бросили пить, бросили курить. Вы вместе только будете улучшать друг друга. А то, что разговор был какой-то в прошлом между вашей вот Верой и Владимиром, ну да, вот да, это бывшие супруги, но могли они интимную вещь какую-то затронуть, и все, вашу, как брата старшего. Я думаю, больше просто не будет этот вопрос повторяться, да, Вера? Да. Вот, и вам есть ради чего жить. Двое замечательных мальчишек, и пусть остальные обзавидуются. Отец не тот, кто родил, а тот, кто вас питал. А вот Владимира, Вера, я считаю, что вам надо лишать его родительских прав. Потому что щас. негодно так. У него уж уголовная статья есть, осталось его посадить только. И лишить его родительских прав. А он сам оступится. Че, устроила цирк? А? А вам не кажется, что этот цирк устроили вы? Нет, мне не кажется. Нет. Вы считаете, что только один человек виноват во всем том, что происходило Нет, почему? здесь Есть сегодня? и моя вина, я не отрицаю. Но Понимаете, можно было в чем договориться с детьми по поводу видеться с ребенком еще давно. Они устраивали Если это, бы вы по хотели судам видеться с ребенком, вы бы обратились в суд. Да если она даже старшую семью хотела разрушить. А вам бесполезно что-либо говорить. Вы привыкли слышать только себя. Я вот не представляю, раз ее нету в доме, ну все, и на этом жизнь закончится. Кто хочет забрать и куда? Опека. Из-за неровности пола и вот этой И вот дырки, это вот, которая да. от печки осталась, значит, Да. у вас девочку забирают. А девочка хочет со мной. В доме нету ни туалета, нету нигде умыться. 13 лет девочка Баня жила в этих условиях. Чтобы мой ребенок ходил, вот эта глина упала прямо на голову. Что же вы с 16-го года не пришли и не поправили этот потолок? А для чего отец был у нее? Так он же бухал все время. И жил на детское пособие. Ты ее хочешь увидеть денег. Какие деньги? Мама!
парить. Я сколько раз тебе говорила. Оскорбление. Отбить себе голову. Отойди лучше. Бабушки, за что надо голову отбить? Потому что ребенок неухоженный, постоянно грязный. Нашелся человек, и он просто готов оказать помощь. Давайте узнаем, как и кому. Сергей, идите к нам.